Алло, вы не хотите у нас поиграть? У нас тут местечко освободилось. По этому разговору, мне кажется, что нет вообще футзальной структуры. Я просто понимаю, что имеют в виду эти большие дядьки. Ну, я бы сходил на шашлыки, но за шашлыки, наверное, я бы не играл. Чтобы ввести аут, я должен сесть на скамейку и ударить ногой по мячу. А Космос не хочет в Эстонии с Ливадией объединиться? Я понимаю, что делает футбольный союз, он делает не на благо футзала, говорю это открыто. Что тогда футбольному союзу не нравится в вашем проекте? У нас вид спорта не профессиональный, и поэтому денег нету, и поэтому что вы хотите? Подписывайся на канал BetSafe Прибалтика, чтобы не пропускать новые выпуски. Всем привет! С вами Иван, и это шоу «Балабол подкаст». И сегодня у нас футзальный выпуск. И для этого я пригласил в гости руководителя клуба «Космос» Бориса Шипунова. Всем доброго дня! Борис, расскажи, как дела вообще сейчас у клуба «Космос»? Вы заняли 4-е место. Я не думаю, что это что-то, чем можно гордиться сейчас. Конечно, если игрок выходит на площадку, если тренер тренирует команду, то цель может быть только одна – выиграть матч, выиграть чемпионат, стать лучшими, попытаться стать лучшими в том, что ты делаешь. А чего вам не хватило? Я сейчас перебьюсь. В чемпионате Эстонии вот несколько лет назад, я помню, вы были там на ведущих ролях, там 1-е, 2-е место. Да. Почему вы сейчас скатились? Что случилось? Ну, мы затеяли некоторую перестройку, это модное в свое время слово. Попробовали пойти по пути омоложения состава. Для этого я привез специалиста из России. Я рассматривал разные варианты, но сошелся на том, что мы договорились привез специалиста из Санкт-Петербурга. Для чего? Цель и задача стояла достаточно конкретная. Вывести тренировочный процесс на новый уровень и заниматься селекцией молодежи. То есть не переманивать кого-то куда-то, а давать понять, что футзал – это дополнительные возможности, дополнительные технические навыки для игроков любого возраста. И, соответственно, тем самым попробовать омолодить аудиторию клуба, игротскую, заинтересовать их и привести. Но начался сезон, опять-таки, когда новая метла метет по-новому. Для игроков это стресс. Не этот сезон, а прошлый сезон. Половину этого сезона игроки привыкали к новым стандартам тренировочным и к тренировочному процессу, и к взглядам тренера. Это тоже надо еще привыкнуть. Это большой стресс именно в тренировочном плане для ребят был. Но когда вроде чуть-чуть начали как-то во что-то вникать и осознавать, случился коронавирус. Есть как есть, так история. В итоге все разъехались. Дальше коронавирус, он же по всем прошелся. И процессы, которые около футзальные были затронуты. И пришлось еще раз перестраиваться в обратную сторону. То есть вынужденно. У меня нету такой цели, что... Я никогда и не ставил себе целью, что я буду тренер. Я так, мы смеемся с ребятами в раздевалке, что я там физрук, иногда меня там могут назвать. Вопроса нет. Просто есть там своя субординация, и у меня есть круг общения специалистов футзальных, достаточно высококвалифицированных. Но опять это все время. Этому надо больше времени уделять. И, соответственно, вот эта накладка перешла с прошлого сезона, она пошла и в этот сезон. И, конечно, если так говорить уже локально, потеря концентрации, недостаточно серьезная самокритика и игроков, и тренеров, я так скажу, да, выигрывает команда, проигрывает тренер, даже если он физрук. Вот. Тем более, если он физрук. Тем более, если он физрук, да. И поэтому, конечно, играть по принципу, а вот сейчас собрались, это неправильно. Я это пытаюсь всем и всегда донести. Вот в качестве положительного примера приведу работу играющего тренера Вимси СМС Раха Александра Сорокина, который сумел донести эту мысль, я это вижу, уровень концентрации, внимания игроков СМС Раха выше. И это дает им конкурентное преимущество. То есть мы проигрываем матчи сейчас в течение 1 или 2 минут. То есть мы играем, все, идет игра, все нормально, потом 2 минуты ребята там задумались, ничего себе, это я. В этот момент мы получили 2, может быть 3, то есть пачку загрузили, и после этого мы начинаем опять делать подвиг.
Борис, у вас в клубе вообще, как правильно, кстати, сказать, Футзал. футзалисты, это Ну, правильно, да, да. термин? Футзалисты ваши получают вообще какие-то деньги за это, что они играют? Они получают разного рода компенсации за затрачиваемое время на тренировочный игровой процесс. Очень юридически правильный какой-то ответ получается. Потому что если бы мы могли платить зарплаты, мы бы это делали. Мы не можем платить им зарплаты. А вообще вот... Это просто против логики развития футзала пока что. А вообще, если отойти... Футзал в Эстонии пока в детских тапочках. Кто знает, тот поймет. А в Эстонии есть клуб? Вот в Вимсе ты назвал. В Вимсе платят деньги? Они Я не знаю, я же не шпион там за другими. А как у вас там, ребята? Возьмите меня тоже поиграть. Вы там что-то платите? Мы делали выпуск с Вимсе, мы не спросили этот вопрос, к сожалению. Но мне показалось, что кто-то там вроде получает какие-то, наверное, бонусы тоже. В виде бонусов, я думаю, что какое-то это, так скажем, взаимное уважение, наверное, руководства и игроков заключается в том, что в каком-то виде уделяется внимание. Я не знаю, может быть, поход на шашлыки, это тоже, что это? Это бонус, это зарплата, что это? Это внимание, прежде всего. Я бы сходил на шашлыки, но за шашлыки, наверное, я бы не играл в футзал. Правильно. Наверное, нет. Наверное, нет, но это условно. Мороженое пойти поесть. Условно. Поэтому какие-то бонусы. А Вимси это у вас главный вообще соперник, такой принципиальный соперник по лиге? Потому что я помню, когда-то у вас там были зарубы не такие, не детские даже. Самый сильный наш соперник это Вимси. Самый принципиальный соперник для наших игроков это сами игроки. Это так, это на самом деле это специфика пока еще любительского футзала в Эстонии. Ты понимаешь, что я к чему вопрос этот веду, что людям же нравятся всякие такие терки. Да. Но у вас были случаи, когда прям там и до драки доходило, и все такое. Да, эта история, она, я бы так сказал, плохой рекламы не бывает. Вырвана из контекста тем. Все на эмоциях, на нервах, плюс для тренера в прошлом сезоне, которого я привлекал, для него это был достаточно серьезный первый такой пробный шар, потому что это была первая очная дуэль клубов в сезоне с его участием. Поэтому он постарался подвести команду на максимальном таком эмоциональном подъеме. А уже кто как сумел справиться. Понятно, там этот знаменитый жест, что он отправляет в бой свою там гвардию, это, конечно, вызывает улыбку, но зная его, это просто было очень печально, на самом деле, на него смотреть. Еще там из этого дисциплинарку там сделали, самый просматриваемый, по-моему, ролик всего футзала эстонского за 15 лет. эстонского футзала. Понятно. Эффект достигнут. А на следующий год Космос что планирует? Чемпионство? Или сейчас реально оцениваете ситуацию? Или как вообще? Бороться будет за чемпионство, а покажет все сам сезон. Ты говорил, что вы хотите омолодить. Омолодился состав? Средний возраст меньше стал в команде за последние 2-3 года? За последние 2-3 года, поменьше стал, немножко. И вы продолжаете, несмотря на то, что 2 сезона... Я всегда говорю нашим ветеранам, у нас их несколько человек еще есть, все очень дорогие и важны нашему клубу. Но всегда говорю, что если кто-то из старожилов и возрастных игроков хочет получать игровое время, он должен еще больше тренироваться, потому что должно быть четкое, понятное объяснение, почему он должен находиться на площадке. Если при прочих равных, если у меня в распоряжении есть молодой игрок и возрастной игрок, столько, сколько будет возможно, я буду давать играть молодому игроку. Потому что, это будущее, он должен понимать, что ему дается. Опять-таки, это не должно приводить, здесь тоже тонкая грань, не должно приводить к тому, что он будет играть там спустя рукава кое-как там. У Вимси я видел, по-моему, есть молодежный какой-то состав, да, насколько я помню. А у вас есть что-то такое? У нас был, мы много лет у нас был дубль. Я отказался от этого после того, как
увидел, что первая лига это все замечательные ребята, но это вот именно в тапочках, это такой энтузиазм в свободное от работы время. А что там зимой делать нечего, ну давай сыграем. И нету смысла. Они не развиваются, да? Мне нужно, чтобы люди не проводили время на площадке, а чтобы это была определенная нагрузка и работа для них, чтобы было видно, что на следующий сезон или, может быть, внутри этого сезона, что этот игрок может создать конкуренцию игрокам первого состава, первой команды. А приехать и играть в зале 24/12 просто потому, что футбольный союз считает, что в этом развитие футзала. Ну, то есть мне приводят в аргумент, да, ну там же пришли, да, там 100 человек сели. Можете себе представить зал школьный простой, 24/12. Скамейки стоят по краям. Чтобы ввести аут, я должен сесть на скамейку и ударить ногой по мячу. Любая точка в зале — это голевой момент. То есть для тех, кто правила футзала не знают, что мяч должен стоять на линии, ты должен стоять за линией. Да. Но сейчас уже разрешили ногой в поле там наступать. Как бы. Ну, может быть, это от нас пришло, что надо, чтобы разрешили. От маленьких эстонских залов. И да, мне говорят, вы там должны играть. Давай вернемся вообще к эстонскому футзалу чуть позже. Да. Интересный проект — это Балтийская футзальная лига. Мы как бы в первый год я немножко так зацепил ее, потом, к сожалению, ковид и так далее. Ты тоже очень тесно связан с этим проектом, если не сказать, что ты руководитель, если я не ошибаюсь. Можешь рассказать, не ошибаешься. Вообще для чего это сделано и как это сделано? Там команды из Литвы, Латвии, из России даже, насколько я понимаю. Главный смысл этого всего? Главный смысл — это дать ориентиры в развитии игрокам, команд-участниц. То есть можно играть 15 лет в чемпионате Эстонии, можно ездить, популяризировать футзал в Эстонии в тапочках, но очень трудно 5 лет подряд, мы 5 лет подряд играли в финалах чемпионата Эстонии. Да? И очень сложно каждый раз игрока опять заставлять, убеждать, что надо развиваться. Там, дружище, ну надо, вот сейчас мы 3 тренировки в неделю, надо. Это минимум 3 тренировки в неделю, это вообще, если взгляд со стороны, там, с других стран смотрят, а что, в Эстонии чемпионат есть, что ли? Сколько вы тренируетесь? 2-3 раза в неделю. Там кто закончили играть, для поддержания тонуса столько раз в неделю тренируются. А у нас просто, такие условия. 3 раза в неделю плюс игры. Надо. Все, сейчас собрали сезон. Один сезон, второй, третий сезон так делает. Неинтересно стало? А потом говорит, слушай, да мы уже здесь, все, наигрались. Я что, 15 раз с одним и тем же. А есть что-то еще? Что-нибудь еще есть? И мы разговаривали там годами. Ребята, надо что-то еще. Я пришел в футбольный союз, президенту футбольного союза, первому, рассказал о том, что есть идея и что я собираюсь ее реализовать. Давайте сделать это как-то сообща. То есть сначала ты хотел Балтийскую лигу сделать вместе с футбольным союзом, правильно понимаю? Конечно, конечно. Я всегда открытыми картами, у меня нету, я не держу там камня за пазухой, сейчас что-то вам там, сейчас я вам так сделаю, а вы так, а я вот так. И я просто вообще я не в теме, это сложно узнать, кто там что делает. Эта Балтийская лига, она не связана с футбольными союзами стран, конкретно этих стран. Это частный турнир, частный товарищеский турнир, сейчас специально юридически подчеркиваю это, который, прежде чем вообще заходить на него, прошел очень серьезную проработку юристами. Более того, юридическое бюро, оно является партнером УЕФА, ФИФА в проведении чемпионатов Европы, мира, ведет трансферы, все. Это серьезная контора. На меня махнули рукой. Федерация сказали, что это все бред, ты аферист, и так далее, там все по тексту. Есть как есть, ладно. Сколько людей, столько мнений. Я предложил 1-2 раз. Нет, буду делать. Хочешь, делай сам. Я говорю, хорошо, я пошел делать. Начал делать, но я не знаю, кто я там. Вот. Я вроде как будто не сотрудничаю с футбольным союзом. Мы сколько писем туда пишем, в ответ 0 просто.
Ну, просто нету ответа и все. А на международном уровне там я с разными федерациями и с руководителем федерации ВКонтакте. Ну, это получается футзальная Балтийская лига. Это коммерческий турнир, организованный вот этими клубами. Это как, получается, как вот Суперлига недавно была в большом футболе, что-то такое, да? И вы тоже... Сейчас это как да, правильный очень посыл сейчас с твоей стороны. Как только мы пошли в переписку, я встречался с руководителем. Сейчас в именах не буду называть, если кому интересно будет, может потом отдельно этому посвятить цикл передач. Там такая длинная история, как сериал. Пишите в комментариях, Да, Борис. ну, пожалуйста, вообще. Вот. Я встречался с техническим руководителем УЕФА, показал проект, вот мы там делаем. Все только согласовано, мы везде все ставим в известность. У него первая реакция была: я должен дать это юристам, вдруг вы что-то нарушаете, мы вам даже можем запретить. Я говорю: да нет, мы, как говорится, свободно от работы время. Там есть несколько ключевых положений по регламентам ФИФА и УЕФА. Что касается и Суперлиги большого футбола, это просто чуть-чуть люди друг друга не слышат. Я не за, не против, я просто понимаю, что имеют в виду эти большие дядьки. Мы, конечно, где мы, да, но нас сразу окрестили в переписке с УЕФА, что футзальная суперлига, назвали все. Классно. Юристы сразу сказали, когда мы только прорабатывали, говорят: ребят, не будут разрешать, потому что это может создать прецедент для тех, кто идет с идеей большого футбола, суперлиг. Там вообще другие деньги, другие истории. Говорим: ну мы не претендуем на какие-то там регалии и звания, просто занимаемся своим делом. Нам надо дать игровую практику командам, игрокам. Почему импульс просто не организовывать какие-то товарищеские матчи? Почему нужна большая лига для этого? Товарищеские матчи, по сути, это не есть соревновательный процесс, где игроки могут системно расти. Ну, товарищеский матч, мы ездим вот за пределами календаря, мы там договариваемся: так, мы поедем играть, вот как мы перед Лигой чемпионов в 2018 году, нам нужна была практика. Ну, теперь выходит на первый план календарь, у кого какой из клубов и чемпионатов календарь. Ну, значит, там мы начинаем с предварительного раунда. Эстония начинает Лигу чемпионов с предварительного раунда. Классически это последняя неделя августа. Все более-менее толковые клубы и чемпионаты выходят из отпуска только в первую неделю. То есть они выходят из отпуска первую неделю августа или последнюю неделю июля. А мы уже должны быть в соревновательном ритме. Такая специфика начинается, может, она не очень интересна будет зрителям. Все интересно, но смысл такой: они только выходят. То есть у них 2 или 3 недели у них физика. Они просто пашут, закладывают функциональную подготовку. То есть они к мячику еще там не очень сильно подходят. А нам уже нужны тренировочные матчи, те самые. И мы эти тренировочные матчи можем провести с кем? Давайте мы сыграем, вот как мы в 2016 году играли с... Нет, Аугур готовился. В 2015 готовился к Лиге чемпионов. Ну, УЕФА кубок тогда назывался по футзалу. Давайте сыграем, ну давайте. А мы только неделю как вообще в зал зашли. Мы поехали летом, играем с Аугуром. Мы ни о чем, мы пока еще вообще не вспомнили, что такое. И не знали, да, плохо, когда не помнишь, еще и не знаешь. Мы не знали, что такое футзал, а еще и не помнили. И мы в начале августа с Аугуром играем товарищеский матч для того, чтобы они поехали на турнир Лиги чемпионов. Да. На квалификационный вот и турнир. практика. Календари не совпадают. Не, ну это одно, перед сезоном одно, а во время сезона же можно тоже организовать. А во время сезона мы говорим: ребят, что нам мешает, это не только у нас, это вообще это как провокация какая-то от федерации. Что нам мешает играть в футзал столько, сколько нам позволяет? Ну, залы. Мы можем начать в сентябре, закончить в мае. Можем? Ну да, можем. Но не будем. Почему? Ну, потому что низшие лиги, вот как сейчас у нас тут один из последних конфликтов, низшие лиги большого футбола начнут играть уже в апреле. Ну и пусть играют. А игроки туда даже могут пойти играть. Я говорю: ну те, кто хотят, пусть идут. Правильно? Ну логично же. Говорит: нет, мы закончим раньше. Из-за этого календарь верстается так: по выходным каждый уикенд один игровой день. А в середине недели кубок. Еще, да?
И еще к этому 2 или 3 тура поставят из чемпионата внутри недели. Плюс к этому в календаре, что на самом деле нарушением норм УЕФА, если уж на то пошло, в календаре не учитываются окна для сборных. Нет, просто календарь у нас нам присылают, сейчас нам прислали на прошлой неделе. Вот, посмотрите типовой календарь. И так везде. А потом внутри сезона прилетает, ну вы там сами договоритесь, перенесите куда мы переносим. В середине недели кубки, в середине недели туры. И мы начинаем искать. Потом говорят, так, давайте приостановимся перед Рождеством. Ну, как сейчас ковидный год был, приостановимся, потому что кто-то опасается, что с родственниками за стол не смогут сесть на Рождество. Реально такая история нам приведена в пример, и нам чемпионат закрывают до января. В чем вопрос? В этих условиях какие товарищеские матчи? Поэтому мы говорим, ребят, давайте, не, ну это конкретно давайте гармонизируем это как-то между собой. И мы предлагаем, мы берем на себя эту работу. Мы согласовываем, вот мы до ковида мы согласовывали все. При этом мы четко подчеркиваем для каждой федерации, что клуб будет играть. Это решение клуба. Клуб, который хочет получить дополнительный импульс развития в футзале, он говорит, я готов пойти на это, мы будем искать, находить время. Все. Балтийская футзальная лига покрывает проездные расходы клубам, проживание и питание в день игры. И судей закрывают. То есть разделили на 2 части процесс. Ребята, вы хотите развиваться, играйте, думайте о тренировочном процессе, мы будем думать о том... Об организаторном процессе. Да, все организация наша. Ну, эстонский футбольный союз, я понимаю, не очень вам помогает, и другие футбольные союзы. А дальше завертелось поинтересней. Литва, Латвия, Беларусь. Сказали, да, пожалуйста, мы играем. Но там какой-то фон идет, вам надо в Эстонии договориться, Борис, что-то ты там с федерацией там не можешь договориться. Я говорю, ну, есть поговорка, да, здесь, по-моему, наша местная. 1 не хочет, 2 не смогут. Вот мы вот в такой истории находимся с нашей любимой федерацией. Вот. А у этого проекта что дальше? Вот сейчас, дальше мы ждем открытия границ, мы ждем ситуации по ковиду вообще, как все эти паспорта вакцинации, просто чтобы границы можно было пересекать, и от этого будем отталкиваться. Если сейчас в мае откроются границы, но мы будем с клубами как раз разговаривать на тему того, чтобы в конце мая, в начале июня, чтобы мы провели связующий, как Балтик Футзал Кап, и на осень идти, и дальше все по-прежнему. То есть продолжать по плану, как есть? Да, то есть процессы идут, просто мы их, сверяться каждую неделю или даже каждый месяц сейчас, когда просто границы закрыты, и тут не то, что в футзал поиграть, тут в магазин не сходить по-человечески, да? Это да. То есть вот так. От Эстонии играют Космос и Нарва Юнайтед, я так понимаю. Я сейчас опять вернусь к своим любимым Вимси. Да, пожалуйста. А почему они не играют? Они же как бы флагман вообще эстонского футзала. Почему их нету в этом проекте? Да, потому что первое, проще делать первый шаг с единомышленниками. Какого-то взаимного такого прямо единомышленнического контакта с руководством Вимси у нас не сложилось. Ну, я реалист, я не расстраиваюсь, не радуюсь ничему. Есть как есть. Мы готовы ко всем сценариям, но для этого должен быть импульс от клуба, который понимает, что ему это надо. Да? Ну, то есть сейчас ситуация такая, что если у нас было бы там 2 клуба, 3 клуба, как в Суперлиге большого футбола, то мы должны были бы сесть на телефон и там, алло, вы не хотите у нас поиграть? У нас тут местечко освободилось, правильно? Сейчас ситуация другая. То есть те, кому интересно, они пишут, вот как у нас там связываются, звонят, все есть данные наши, мы все друг друга знаем, пишут, ребята, мы заинтересованы, из Литвы клуб. Да. Мы заинтересованы прямо сейчас. Все, мы даем пакет документов, он достаточно такой увесистый, что мы делаем, что вы делаете, чтобы все понимали, мы все участники одного процесса. Они это анализируют. Хочу добить эту тему тем, что какие клубы из Латвии и из Литвы, у нас канал ПЦФ Прибалтика, литовские и латвийские клубы, это топовые или не топовые в своих странах? Топовые.
Ну как, Литве это один Петров. топовый, один хороший клуб. Но топовый это тот, кто Понятно. чемпион. Не, ну в какой стране чемпион? Из какой страны чемпион? Из Латвии, из Литвы. Оба чемпиона, да? Да. Ну, в Литве, по-моему, вот этот Петров клуб этот, да? В Латвии клуб В Латвии, Петров. извиняюсь, Да. перепутал. Да. Вот он очень сильный клуб, насколько я помню. В Литве клуб, который переименовался сейчас в конце футзального сезона в клуб «Жальгирис», он пошел по пути взаимодействия с баскетбольным клубом «Жальгирис». Это А я смотрю, Жальгирис там вообще... это мега ход, это вообще просто, я просто аплодирую ребятам, и о чем я и сказал владельцу клуба. Поздравил его и с победой в чемпионате и с таким достижением. Это серьезный шаг, ну там активно работает. Тоже человек с огромной энергией, который вопреки всем обстоятельствам все равно движется вперед. Это большой успех. А Космос не хочет в Эстонии, сказать, Ливадии объединиться, как-то под Ливадию пойти? Или, я просто, это пример, я на самом деле не знаю. Ну там Ливадия, НМК, Флора, почему нет? Хотя это было бы здорово, но с любым клубом было бы здорово. Вот. И у нас сейчас в части взаимодействия по детям у нас есть еще маленькие космонавтики, которые молодцы, тоже вопреки всему, они занимаются. Есть детская тренировка футзальная, правда? Да, да. И здесь у нас очень плодотворное взаимодействие с футбольным клубом «Арарат». Аветис, огромное спасибо за ваши усилия. И тренерский состав очень внимательный и чуткий. И я надеюсь, что и мы, и клуб «Арарат» от этого будем получать только всевозможные плюсы, эмоциональные, спортивные. Вот. К сожалению, эта зима, она была такая, какая есть. Мы там 1,5 раза в зал смогли зайти. Нас там то пустят, то выгонят из зала. Вот. Надеюсь, что ситуация чуть стабилизируется, и мы следующей зимой, то есть мы факультативно для расширения технических навыков игроков клуба «Арарат», с которым мы взаимодействуем, ребят привлекаем на наши тренировки. Там немножко другие упражнения, немножко другая техника, немножко другое внимание. Вот. Я сейчас вспомнил, что я играл против тебя в жизни, когда ты играл за «Арарат». Так. Вот так вот, да? Все. Такой флеш так у меня в памяти. Так все запутано. Мир маленький, на самом деле, да. Это было, наверное, лет 14 назад, но не об этом мы сегодня говорим, хотя и об этом можно вспомнить много что. Понятно все, на самом деле, с Балтийской лигой. А вот в Балтийской лиге у вас есть задача, вот когда вы играли, вы хотели там выйти в плей-офф, например, там победить? Формат турнира в один круг мы играли, это был тестовый сезон, для того, чтобы отработать все механизмы взаимодействия. Это же не только спортивность, мы просто выросли в такой среде, к сожалению, в очень недооцененной спортивной среде, когда у нас успешность развития вида спорта оценивается по количеству энтузиастов. То есть мы ждем все, в каждом виде спорта мы ждем каких-то побед профессионалов. Да? А эти профессионалы, я считаю, вот в наших условиях, они именно вопреки всему побеждают. Потому что у нас мерило, главное, это сколько у вас увлекающихся. Ну вот я упомянул немножко про Рахва-лигу. Рахва-лига, в принципе, так утрирую тоже, там пусть меня сильно не критикуют, но собрались мы, у тебя, как стенка на стенку в хорошем смысле, у тебя там 10 человек, и у меня 8. Посчитали, сколько? 8? Давай, 8 на 8. Хорошо. А где поле? Ну вот здесь поляна. Хорошо. А ворот что-то нет. Ну давай, я 2 ботинка брошу, и там кто-то 2 туфля. А кто судья? А я судил когда-то там что-то. Ну ты судья будешь. И все. Поиграли. Друг друга там отмутузили, все, улыбнулись потом, вот, не буду пропагандировать нездоровый образ жизни, все, отметили это событие, заполнили протокол и отправили. Это зарегистрировалось. Надо уметь тоже протокол заполнить. Я просто... Для этого отдельный человек в каждом таком клубе Рахва-лиги есть. И мы отправили. И потом мы смотрим, да у нас этих увлекающихся это 20 тысяч в Эстонии.
футболом, оказывается. И все. Это у нас самый массовый вид спорта. Правильно? Вот. А профессионалы где? Ну, ты же общаешься с... С профессионалами? Да. Ну, иногда бывает, да. Ну, каково им? Ну, где вот эту конкуренцию, кто им создает? Ну, футбольные профессионалы. Я не думаю, что сейчас в Эстонии вообще кто-то особо конкуренцию чувствует среди профессионалов. Об этом и разговор. Но только конкуренция движет вперед, правильно? Должна быть конкурентная среда. А когда она среда энтузиастов, главное, чтобы мы друг друга не обидели. Ну, везде должна быть и субординация, корректно все должно быть, но должна быть конкуренция. Ну, вот так приблизительно. Ну, так в Балтийской лиге-то у вас есть задача, вот Космос будет играть? Да, будет играть. У него задача бороться, выигрывать в каждой игре и стремиться к победе в этом турнире. Почему? Потому что... что дает победа этого турнира? Что дает победа в этом турнире? Она дает в первом приближении дает ощущение того, что куда-то развился клуб, игрок. Все-таки это немаловажный аспект. То есть выходит клуб из Эстонии играть с клубом из Латвии. Все равно хочется показать, что мы умеем играть, правильно? Это понятно. Я просто хочу найти еще какой-нибудь мотив в этой лиге, кроме, ну, я не знаю, денежный. Ведь попадание в Еврокубки, понятное дело, этого нету. Но, может быть, какой-нибудь денежный, премиальный, я не знаю. Есть что-то еще, что клуб хочет? Мне привели в качестве аргумента зимой, там, на каком-то еще нашем стихийном собрании, привели в пример, что у нас вид спорта не профессиональный, и поэтому денег нету, и поэтому что вы хотите. Да? Но я, наверное, как белая ворона, и что-то не понимаю в этой жизни, но профессионал начинается с профессионального отношения к тому, что человек делает. И после этого начинаются деньги. Правильно? Невозможно сейчас. В любой где угодно, правильно? А все почему-то ждут чуда. Я сейчас пойду, сейчас прилягу, высплюсь, просплюсь, утром просыпаюсь, я профессионал. Деньги ничего не решат. Если я из 10 раз 9 по мячу не попадаю, то если мне даже денег пообещают... Борис, это все понятно. Вопрос-то в чем заключается? Есть ли дополнительная мотивация у клуба выиграть этот турнир, кроме того, что показать себя? Да, как бы? Да. Дополнительная мотивация, она у клуба в том, что благодаря механизмам, которые предусмотрены в Балтийской футзальной лиге, у клуба при правильном обращении с этими инструментами, механизмами может появиться дополнительная аудитория. Все равно наша жизнь спортивная построена вокруг аудитории. Если у меня аудитория несколько тысяч человек, значит я могу ее монетизировать определенным видом, способом. Да? Если у меня ее нету, то это остается на уровне чистого энтузиазма. До тех пор, пока настроение у руководителя клуба не закончится. Да? Как бы не спорить, он скажет, слушайте, все, я устал. И у нас примеры в нашем эстонском футзале таких. Две больших команды. Аугур, наверное, первый пример, да? И Анжи. Два руководителя, которые годы отдали любимому делу, просто сказать, все, хватит, надоело. А вот есть аудитория, как бы понятно, что это задача этой лиги, все такое, а есть как бы конкретные цифры, докуда вы хотите дорасти этой лигой? То есть в плане тех же, я не знаю, просмотров, тех же монетизации. Дойти ли вообще до монетизации этого проекта? Да, это, наверное, тема действительно отдельной передачи. Да, просто есть ли такие задачи? Есть конкретные механизмы, есть конкретные цифры, и есть конкретные цели и задачи по работе, по привлечению аудитории и через это привлечение рекламодателей и партнеров. Умышленно всем говорю, что надо уходить от слова «спонсор», потому что в отличие от загнивающего Запада, на постсоветском пространстве слово «спонсор» оно имеет очень негативный смысл в целом. Это я пришел, будьте нашим спонсором. Это я вроде попрошайка. Я, может быть, и хорошее что-то делаю. И мне денег дадут в лучшем случае, что все, только больше не приходи, пожалуйста.
Вот. Но если я говорю как партнер клуба и рекламодатель, значит, от меня требуются какие-то определенные усилия. Ну, то есть я должен оправдать эти деньги, потраченные на меня. Ну, то есть, Не говоря про юридический момент, другая история. давай я подведу эту тему. Да. Балтийская футзальная лига хочет стать в какой-то мере самоокупаемой, в какой-то мере. Хочет выйти на пространство рекламодателей, хочет зарабатывать, и через эти механизмы в будущем хочет как бы находить деньги для клубов уже, которые там участвуют. Да, это прописывается в соглашениях, которые подписываются при зачислении клуба в участники лиги. То есть доходная часть от нее идет клубам. Ну, замечательная идея, по-моему. Посмотрим. Я желаю удачи вам в этом. Это очень длинный путь. Я сейчас, это не значит, что сейчас у меня там за углом там чемодан с деньгами, я сейчас клубом поехал раздавать. Это длинный путь. Но эта модель, она заложена. Это как канал BC Прибалтика. Даже если ты снимаешь что-то хорошее, нужно очень долго времени, чтобы до всех дойти. Кстати, подписывайтесь на канал. Это так, быстрая интеграция. Борис, а что тогда Футбольному союзу не нравится в вашем проекте? Что именно? Почему нельзя договориться? Мы находимся на разных берегах, наверное, к сожалению. Потому что вот самый главный тезис, который я бы хотел озвучить, что ни один вид спорта не может даже произносить такого слова, как развитие, не имея специалистов в этом самом виде спорта. Но это же нонсенс, что в Эстонии за 15 лет нету ни одного тренера. Ну, нету его. 15 лет. Я понимаю, одного футзального тренера? Ни одного. Вот просто... Ну, ты же есть. Так я самоучка. То есть ты хочешь сказать то, что футбольный союз... Фундамента нету. Нету. Ну вот, как в большом футболе, есть какое-то там обучение тренеров на какой-то стадии, ну там, я не знаю, Д, Б, С категории и так далее. В футзале вообще нету этого, нету обучения тренеров. Нету. То есть клуб, если хочет себе тренера, он или человек сам начинает как-то обучаться, или за рубежа надо... Да более того, нету тренера, это самое понятное, но сейчас можно углубиться в дебри организационные, и, наверное, уже настало время, надо бы в них углубиться, чтобы расставить все точки над «и». Тренеров нету. Тренер обученный, у которого есть сертификат, что он прошел обучение, и он способен подготовить конкурентоспособных игроков на рынке не только эстонского футзала, но и международного футзала. Нету таких. Вот. Ну вот, я бы такой привел пример. Вот мы хотим выучить китайский язык. Да? Вот мы сейчас с тобой, ты говоришь, да, выучим. Ну это вряд ли, конечно, ну ради примера окей. Ну ради примера, такой абстрактный пример. И мы берем самоучитель, учебник по китайскому и разговариваем между собой. Правильно? Мы научимся, да. И мы будем разговаривать, вот по самоучителю. И мы будем разговаривать. Приедем в Китай, и нам скажут, вы о чем вообще, правильно? Скажут, это китайский. Нам скажут, ксянь-дянь-бум. Да, и мы скажем, вот он какой китайский. Вот так с нашим футзалом сейчас. Мы делаем что-то. Вот. Когда теперь уже бывший тренер клуба Аугур Марко Арге сам поехал, получил лицензию УЕФА Б, обучался в Финляндии. Это первый и пока что единственный тренер, который получил квалификацию футзального тренера. А тренер сборной у нас квалифицированный, скиперский Дима? Как он-то тренирует? Саморазвитие, участие в каких-то диалогах, я подозреваю. Но не сертифицирован. Но нету, вот у нашего футбольного союза нету такого вообще направления мысли. Вот мы, откройте там программу развития, стратегии развития эстонского футбола. Там даже одного слова футзал нету. Нету его. В 2016 году дописали 3 предложения о том, что надо создать систему подготовки тренеров
продолжать развивать структуру лиг проведения чемпионата Эстонии по футзалу. И третий пункт – создать предпосылки к строительству спортивного комплекса футзала. Вот эти 3 строчки было записано. Все. Ну, это тоже неплохо. Закончился 2020 год. Ни первого, ни второго, ни третьего нету. Сейчас мы говорим, что там еще пишется. Я пробую понять, что пишется, задаю вопросы, мне говорят, ты не понял. Это у нас мы пишем. Это такое еще. Подожди, ты же член комиссии футзальной, насколько я в футбольном союзе. Да. И ты не понимаешь, что футбольный союз делает на благо футзала. Я понимаю, что делает футбольный союз. Он делает не на благо футзала. Говорю это открыто. Это все что угодно, но это не развитие. В 2006 году у нас было 24 команды в первом сезоне. День рождения эстонского футзала, я не знаю какой он. Ну, наверное, 11 ноября 2006 года, когда были... Эстонскому футзалу будет 15 лет, получается, да? 2006-2007. Сейчас 15-й сезон закончили. Я говорю, с такой помпой закончили. В тишине в зале просто 2 хлопушки взорвались. Там, наверное, из-за ковида все-таки, что так спокойно, нет? Ну, из-за ковида зрителей нельзя, это я понимаю. Но сделать, как-то уделить внимание чемпионам, которые выиграли 15-й, так сказать, юбилейный сезон, можно уделить внимание? Это можно где-то освещение, там, найти время в таком плотном медиапространстве эстонском? Ну, это, мне кажется, мелочь вообще, на самом деле. Согласен, это такие уже... так, для развлечения. Да, меня просто больше интересует вопрос, вот, ну, ты как член, как называется, комиссия тогда, да? Член комиссии футзальной комиссии Эстонского футбольного союза, и ты говоришь, что футбольный союз как бы почти ничего не делает для футзала. Мне вот это вот не очень состыкуется. Ты же вроде должен участвовать в этом процессе, и у тебя тоже какая-то роль в этом должна быть. Конечно. Ну, я начинаю высказываться. То, что я слышу в ответ, это не выдерживает никакой критики ни с точки зрения морали, этики, да и юридически это не имеет под собой никакой почвы. Вот. Я в качестве примера потом... Ну, приведи пример, по крайней мере, что сейчас ты как бы... Это довольно-таки, ну, я бы сказал... Пример, ну, меня там могут сказать, Борис, ты вообще трезвый, там, ты вообще о чем говоришь? Ну, я задаю вопрос, говорю, а мы тренеров-то на чем готовить? Где тренера? Нету тренеров. Ты вообще трезвый? Нормально? Вот такой диалог. Ну хорошо, тренеры, что еще надо для футзала? Вот прямо сейчас уже начинать... Вчера уже надо было. Ну, вчера надо было начинать, если так хочешь. Тренеры. Второе. Второе, это футзал должен быть неотъемлемой частью стратегии но футбола в Эстонии. Неотъемлемой частью. А не просто где-то там субпродукт где-то рядом, да? Ты это имеешь в виду? Ну, то есть... Понимаешь, мне, чтобы набрать детей в футзал, я им должен сказать, родителям, приходите, это классный вид спорта, очень хороший, через него можно прийти в футбол. Скажут, хорошо, приходим. А что мы будем делать? Где они, так сказать, выплеснут свою энергию футзальную, где они покажут хотя бы родителям, чему они научились за время тренировок? А нигде, чемпионата нет. Ну, нету То вообще. есть молодежные чемпионаты, да? Структура, вообще просто нет. Структура, ну как бы тренеры, структура чемпионатов, ее нету, да? За 15 лет ее нет. Это сделали в формате кубка год назад. Провели по одному этапу, по каким-то абсолютно абстрактным правилам, какими-то мячиками, почему-то 5 в поле было. Нам сказали, что так всем интересно будет. Ну, то есть какие-то вообще вещи, они не имеют ничего общего с футзалом. То есть команды без тренеров футзальных играют почему-то не 4, а 5. Играют мячом футбольным, который на паркете скачет как попрыгунчик. И говорят, вот это футзал, мы сейчас пробуем, а там посмотрим, как пойдет. Что дальше будет. Вот. Но все идет от УЕФА. То есть УЕФА занимается, оно дает определенное направление мысли. О чем и подчеркивает футбольный союз. Да, вот нам пришла задача от УЕФА. Ну хорошо. У-19 чемпионат Европы. Мы за 3 года до первого чемпионата Европы У-19 разговариваем на одной из комиссий. Мы будем готовиться? Да, вопрос непростой. Соберемся, углубим, расширим, там что-то мы послушали. И шли годы. У-19 в Латвии. Латвия получила себе первый чемпионат Европы по футзалу.
и Латвия, и Литва, ну, это наши ближайшие соседи, да, все страны поставили команды, кто-то в предварительном раунде вылетел, кто-то еще. Латвия участвовала на правах страны принимающей. В основном турнире. Да, на правах принимающей страны. Все говорят. У нас даже команду не выставляли. Второй чемпионат. Даже на повестке дня не было этого вопроса. Руководитель одного из клубов эту тематику прошлым летом поднял, что давайте, что с У-19, сейчас второй чемпионат будет, регистрация идет. Мы будем? Там такой ступор. Да, что? Ну, сразу классика. А деньги есть вообще на это? Да не знаем, но вы же федерация. Если есть такое соревнование, почему мы туда не идем? Ну, здесь, мне кажется, вообще вопрос шире. Вот, что ты сейчас описываешь, понятно, тебе, когда ты каждодневно в этом, да, я просто сейчас суммирую это все. Да. Первый и второй пункт, они идут, мне кажется, под общую такую структуру. Как бы нет Конечно. Структуры, я не знаю, этим занимаются или нет. Вот, по крайней мере, мы сейчас просто с тобой обсуждаем, да. И поэтому разговор, мне кажется, что нет вообще футзальной структуры. Это грустно. Просто грустно. Ну как грустно? Я же говорю, это просто по-другому не назвать, как со стороны футбольного союза. Это воровство. У нас воруют годы. Самый наш главный актив у всех в нашей жизни — это время, правильно? Но когда просто по 3, по 4, по 5 лет нам рассказывают, что мы сейчас будем делать тренерские курсы, сейчас у нас такая пирамида будет, вы там все закачаетесь, и этого не происходит, у нас воруют время. Вот все. Ребята, вы у нас воруете время. Это самое важное. А как только начинаешь на тему разговаривать, тебе говорят: ты хочешь здесь поруководить? Я говорю: да не хочу, вы занимаетесь своим делом. Там кто-то пробовал задавать вопрос про деньги. Ну, денег нету. Говорит: ну давайте посчитаем тогда, где они. Сразу прилетает из федерации. Так вы денег хотите? Да не хотим, вы дайте нам возможность развиваться. Борис, а почему об этом никто не говорит? Как бы, ну вот ты сейчас говоришь, почему как бы об этом не Ну, я говорит? за других не могу говорить, просто я подустал. И в свете последних событий, которые я сейчас наблюдал, буквально 2-3 недели назад, я понял, что это уже точка невозврата, и нет смысла пытаться о чем-то договариваться внутри. Потому что это, из более взрослое население, наверное, помнит такая... Ну, все это у классиков, как говорится, все эти ситуации, они у классиков уже учтены. И есть такой классик сатиры и юмора Аркадий Райкин. И у него есть сценка там «Колеса или насосы». Я не знаю, если вы сталкивались, нет. Это классика. Просто пересмотрите, поставьте все там, добавьте. Это просто классика. Говорит: а давай запустим дурочку. Вот так там. Вот ровно так это идет. Давай. Где насосы? Отправляем вам колеса. Какие колеса? Где насосы? И идет переписка. Вот ровно так мы и взаимодействуем. Мне говорят: вы пишите. Ну, я пишу. Я вот написал письмо: пришлите программу развития футзала Эстонии. Ты член комиссии, да? Да. Я ее в глаза не видел, никто ее в глаза не видел. 17 сентября 2020 года нам объявляет новость Эстонского футбольного союза: разработана многолетняя программа развития футзала. Ну, я, как любой человек, наверное, понимаю, что есть некий документ, где хотя бы тезисно какие-то пункты. Мы сегодня делаем это, завтра вот это, и послезавтра мы придем туда. Ну, может быть, не так, может, я что-то не так понимаю. Я задаю вопрос: а где? Ну, меня там только что не по маме и по папе руководитель нашей федерации. Ну, ладно, я написал письменный запрос. Знаете, тишина. Хорошо. Я юристу отдал. Ну, напиши ты, может быть, ты знаешь, как это написать. Он написал. Ему пишет: не, вы не понимаете, у нас все классно, просто мы понимаем, что вы переживаете, вот. А так все хорошо. Пишет: ребят, мы с вами спрашиваем одно, а вы отвечаете про другое. Ну зачем? Ну пришлите. Но нам объявляют, что эта программа, она пока что такая, скорее, мысленная программа. Мы как бы между собой договорились, а вам потом сообщим. Ну, смотри, это, кстати, мне просто интересно, что член комиссии по этому виду спорта не может получить программу, но это, опять же, вопрос, наверное, к футбольному союзу. Я сразу подчеркну, я сейчас ни в коем случае никакие не эмоциональные заявления.
все, о чем мы сейчас говорим, оно имеет документальное подтверждение. Вот я о чем хочу сказать. Ну, потому что, понимаешь, да, там кто-то будет смотреть, да что он там Ну, смотри, от обиды, у нас там, в Эстонии, ну, Эстония маленькая страна, конечно, там кто-то где-то иногда говорит, но в основном люди довольны тем, как футбольный союз работает, в основном, особенно на камеру. И на камеру все очень довольны, да, это да. Ну да, и как бы сейчас кто-то человек, ну ты как бы критикуешь эту систему, по крайней мере, в связи с своим видом спорта, которым ты занимаешься, да? Конечно. И просто такое сейчас ощущение, что ну вот он один хочет дестабилизировать систему, как-то что-то там подковырять. Я ничего не хочу дестабилизировать, я хочу, чтобы уважали всех участников процесса. И если мы говорим про большой футбол, то большой футбол, как вы там живете, это ваша история, вы занимаетесь. Но футзал-то чем хуже? Дайте нам развиваться. Нету времени, вот все заняты, как мне из руководства федерации говорили, в футзале нету денег, поэтому все футболом заняты. Да и занимайтесь, я же вам не говорю, что дайте денег. Я говорю, дайте нам возможность заниматься любимым делом. Что это значит? Что ну как бы... Но если нет времени, мне же говорят, в какой-то момент мы все свалим в такую точку, сейчас нету времени, нету специалистов, нет возможности. Я говорю, хорошо, делегируйте это нам. Все равно все решения будут проводиться через правление. Нам всегда говорят, что вот правление приняло то решение, правильно. Дайте нам возможность проявить инициативу и заниматься своим любимым делом. А когда на меня шикают, еще и голос повышают, я это вообще не приемлю. Я себе этого не позволяю с собеседниками разговаривать. Поэтому и не считаю, что это хоть как-то каким-то нормам сотрудничества, взаимодействия соответствует. Вот и все. Как там все рады в футболе, ну я не знаю. Это ты правильно заметил, что на камеру все на всякий случай рады, потому что сейчас что-нибудь не так скажут, и от солидарности отвалятся все. Вот и все. Вот и вся солидарность. Не знаю, как у них там устроено. У нас ничего не отвалится, если мы не так скажем, я надеюсь. И у нас тоже, потому что нечего у нас отвалиться. Как ничего не было. Так я не к тому, что дайте денег и успокоюсь. Нет, дело не в деньгах. Деньги появятся тогда, когда вот я об этом говорил, и сейчас повторюсь это в камеру, что у нас задача не денег выбить, не власть у кого-то там отобрать. У нас задача заставить людей работать в той области, в которой они обязаны работать. Это у них вытекает из уставов, из всех регламентов и внутри эстонских, и международных. Просто начните работать. И вам самим понадобятся деньги, и когда они у вас закончатся, вы придете и открытым текстом будете говорить, ребята, вот на это у нас есть деньги, и покажете это. А когда у нас станет за 7 печатями, я из-за других не буду говорить, может быть, кто-то видел, и покритикуйте меня, но я, как участник комиссии по футзалу, не видел ни документа под названием «Программа привлечения молодежи в футзал», в январе 2018 года новость в журнале «Ялка», ни многолетней программы развития эстонского футзала, это новость 17 сентября 2020 года, не видел. Я не прогульщик, но не видел. Вот и все. Что вот конкретно клубу «Космос» мог бы, я не знаю, если мы абстрагируемся от всего, клуб «Космос», чего не хватает клубу «Космоса» от футбольного союза конкретно? Создание условий, именно создание нормальной конкуренции внутри эстонского чемпионата. Ну, у вас же есть лига какая-то, все-таки 8 команд, вы играете, плей-офф у вас есть, все как бы... Свободное от работы время, потом, вот и все у нас. То есть это мы варимся в собственном соку. У нас нету, всегда должен быть приток знаний определенный. Правильно? Ну, тебе сейчас просто скажут, что в большом футболе точно так же, что как точно так же? Тоже точно так же, вот Мейстер-лига есть, они варятся. В большом футболе немножко по-другому. Я, конечно, там вообще не специалист, ни на что не претендую, но в большом футболе немножко по-другому. Готовятся тренера, тренер Д, там сначала там Рахвелкпаль, потом тренер Д, потом С, потом Б. Вот она, манна небесная. УЕФА Б, пошли поголовные деньги. Он там пошел под город. Какая-никакая монетизация, правильно, знаний. Все, он уже понимает, что ему чуть попроще, клуб понимает, что чуть попроще уже работать, привлекать родители. Так, давайте сюда детей. Хорошо.
А чем они будут заниматься? Ну, зимой будут играть в зале, потому что зимой готовятся в футбол в зале, в крытом там манеже, или на улице они будут там при минус 15 там, бегать, вот, в валенках. Весной пойдут играть в большой футбол, правильно? Все понятно, есть цикл. А футзал? Так, пойдемте тренироваться, приходите, классно, это хорошо. Ну, родители говорят, мы видим, что это такое. Предположим, мы видим кучу вопросов, на все вопросы ответили. Все нормально. Так, а где у меня ребенок будет участвовать? Ну, не знаю, там если пару турнирчиков зацепим зимой. Ну, Всё, а летом что будем делать? Та же проблема начинается, что нет структуры. У нас нет промточки. Понятно. Вот и все. Борис, у меня еще 2 вопроса есть тебе, Конечно. на самом деле. Да, вообще. Что будет дальше теперь? Как бы, когда член комиссии идет, как бы, ну, не то что на конфликт, но критикует, скажем так, футбольный союз, он вариант А или уходит с этой комиссии, или вариант Б что-то меняется? Уйти из комиссии и встать в такую какую-то оппозицию, вы все дураки и умные, разговор не об этом. Разговор о том, что это самое простое, просто махнуть рукой и уйти. Но я не готов махнуть рукой на все эти годы, которые не только я, у меня еще и много людей, которые в этом процессе участвуют. Я не готов махнуть рукой. Я считаю, что это неправильно, и с этим надо работать. Вот. Конфликт, в споре рождается истина, и любой конфликт, если он нацелен на достижение результата, он даст свои плоды и будет движение вперед. Вот. И поэтому на меня могут там обижаться, я это говорю открыто. Вот. Я очень много времени потратил на то, чтобы донести свою мысль. Я говорю, то, о чем я говорю, это все задокументировано. И там всяких фокусов, которые просто пренебрежительные отношения со стороны федерации, их просто масса. Ну вот мы так все воспитаны, что ну ладно, что-то, например, ну да, ну ладно. Потом кто-то, ну и что, да, все равно там без шансов, да без вариантов. Что ты там будешь там спорить? Да без вариантов. Вот 9 из 10 так и говорят. А 10 говорит, ну ладно, расскажи, как там тебя там потом казнить будут. Я говорю, да ладно, мне-то что. Ну, понятно. И последний вопрос. Я это, на самом деле, всем своим собеседникам задаю, и тебе я его немножко изменю. Через 10 лет каким будет эстонский футзал? Если сейчас сразу не предпринимать радикальных действий, его вообще не будет. Простое сравнение. 24, прям вымрет, что ли? Или... 24 команды в 2006 году, 17 команд в этом году. Все говорит за себя. Он как футзал на бумаге будет, а как в игровом плане не будет. Вот сегодня играется финал Лиги чемпионов по футзалу. Ну так, если не обратили внимания, или обратили все внимание, будут играть Барселона Спортинг, флагманы европейского футзала. Ну, там жесткая конкурентная среда, там есть выстроенные процессы, которые строились годами, десятилетиями. Но оно так просто в одночасье не произойдет. Ну, значит, это надо делать. И тогда через 10 лет, если Финляндия за 8 добралась до чемпионата Европы по футзалу, то ну, чем мы хуже? Почему нет? Почему не Да, увидеть сборную Эстонии на чемпионате Европы по футзалу? Да? Да. И для северных стран с точки зрения проявить свой какой-то идентитет в этом замечательном виде спорта гораздо быстрее и менее затратно. Если уж мы говорим про наличие или отсутствие денег. Вот. И через 10 лет, я верю, я вообще оптимист. Ну давайте запомним этот день через 10 лет, когда следующий чемпионат Европы будет. Надеюсь, сборная Эстонии будет присутствовать на чемпионате Европы, правильно? Я по крайней мере, ну, какие-то задачи надо ставить для себя
хотя бы, чтобы сборная Эстонии начала играть. Я так понимаю, последний год вообще ни одного матча даже не проводилось с участием сборной Эстонии. Да, ну всегда можно найти 10 причин, чтобы что-то не делать, но и один мотив, чтобы что-то сделать, правильно? Вот. Сейчас так очень удобно под ковид столько вещей всяких списывается, которые ну, напрямую никак не связаны. Но умные люди пользуются этим моментом, чтобы найти новые возможности и новое начало. Я так считаю. Да. Борис, огромное спасибо, что ты пришел в гости к нам. Это такой особый выпуск футзальный. У нас футзальные люди не часто приходят вообще, и мы на футзал не часто выбираемся. Надеюсь, вы, когда вот это все ограничения пройдут, пригласите нас на матч. Обязательно. Сделаем какой-нибудь выпуск. Балтийская футзальная лига, надеюсь, тоже будет. Ну, это для нашего канала никуда она не денется, будет. Ничего интереснее, чем эта лига. Огромное спасибо. Это был Иван, это был Борис Шипунов, руководитель клуба «Космос», член комиссии футзальной в Эстонском футбольном союзе, да. Извиняюсь. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть вот таких вот интересных гостей. До новых встреч, пока-пока. Всем спасибо. Играйте в футзал, любите футзал, поддерживайте свою команду.